Если вы рачительная хозяйка и прежде чем отправить вещи в мусорную корзину, задумываетесь об их вторичном функционале и находите применение старым вещам, то этот ролик для вас. При минимуме затрат, получив удовольствие от творчества, можно связать такие неординарные коврики из старых и ненужных вещей. С вариантом по вывязыванию круглого коврика можно ознакомиться при переходе по конечной заставке ролика или, посетив канал, найти актуальный для вас вариант. Там же можно найти видео с рекомендациями по подготовке материала для данных проектов. Если вы не владеете техникой вязания крючком, но желаете научиться, при переходе по подсказке, расположенной в верхней части экрана, можно посмотреть ролик «Как вязать крючком». По вашим просьбам, продолжая тему вязания ковриков крючком, выполним овальный. Готовясь к мастер-классу, я связала вот такой. В процессе вязания этих изделий в местах соединения ленты для ее удлинения не применяется метод сшивания и не используются узелки. Коврик с лицевой стороны, коврик с изнаночной стороны. Все повороты и неровности, возникшие при нарезании ленточек, вязаны в полотно, и коврик с обеих сторон выглядит эстетично. При минимальном наборе петель в начале вязания, в данном случае 5, получился вот такой вариант. Если это количество увеличить, коврик, естественно, будет длиннее. Мы подготовили ленточки и смотали их в клубочки. Для вязания возьмем крючок толщиной 5,5 мм. Начинаем с образования первой петельки удобным для вас способом. Если хотите набрать ее как на спицах, набирайте. Или, поместив ленту на указательном пальце левой руки кончиком вниз, заведем под нее крючок. Движением крючка вправо сделаем один полный оборот, образуя петельку. Снова заведем крючок под рабочую нить и, захватив ее, выведем в образованную петлю. Получилась первая петелька. Забирая рабочую нить и вытягивая в новую петлю, вывяжем цепочку из 9 воздушных петель. Если вы хотите коврик подлиннее, количество петелек нужно увеличить. Обвяжем цепочку столбиками без накида, делая прибавления на поворотах по такой схеме. Вывяжем еще одну воздушную петлю для подъема ряда и, пропустив петельку под ней, возвращаясь, заведем крючок в следующую. Захватив рабочую нить снизу, вытянем петлю. На крючке 2 петли. Провяжем их вместе за один прием. Получился первый столбик без накида. Второй. Третий, четвертый, все нюансы, возникшие при нарезании ленты, стараемся нивелировать, маскируя в изделие. В последнюю петлю цепочки, согласно схемы, поставим 3 столбика без накида. Получился плавный поворот с переходом на другую сторону. Укладывая кончик ленты, оставшийся от набора петель по краю вязания с изнаночной стороны, продолжим столбиками без накида, ввязывая его в полотно. С обратной стороны изделия тоже должно быть все гладко. В последнюю петлю ряда провяжем 2 столбика без накида, так как третьим столбиком является воздушная петля, вывязанная для подъема ряда и по умолчанию уже находится в этой петле. Присоединимся к ней полустолбиком, замыкая круговой ряд. Для этого заведем крючок под следующую петлю и, подхватив рабочую нить, вытянем новую петлю и, не провязывая, протянем ее через петельку на крючке. Мы провязали первый круговой ряд на цепочке из 9 воздушных петель. Получился овал. Вывязываем одну воздушную петлю для подъема ряда, что совпадает с высотой столбика с накидом. Провяжем еще один ряд столбиками без накида. Наша ленточка закончилась, присоединим следующую такого же цвета.
Провяжем первый столбик без накида второго ряда этой лентой. Захватив оба кончика, укладываем их по краю работы с изнаночной стороны по направлению вязания и постепенно ввязываем в полотно. Кончики для надежности должны быть длиной не менее 5 сантиметров. Заводя крючок под каждую петлю края, дойдем до поворота. На поворотах второго ряда для органичного перехода на другую сторону провяжем по схеме по 2 столбика 3 раза подряд. 1, 2 столбика в одну петлю, 1, 2 во вторую, 1, 2 в третью. Вот так у нас получается. Продолжим вывязывать столбики без накида с другой стороны без прибавлений, при необходимости добавляя ленту и аккуратно маскируя кончики в работу. Если ленточка по ходу вязания укладывается некорректно, распускаем фрагмент и перевязываем столбик, добиваясь нужного результата. На втором повороте второго кругового ряда тоже выполним 3 прибавления подряд по 2 столбика без накида, сохраняя симметрию относительно предыдущего поворота. 1, 2 столбика в одно отверстие один раз, 1, 2 второй, 1, 2 третий. Получился такой же поворот, как и на противоположной стороне овала. Мы провязали второй ряд. Закончим его полустолбиком. Вывязываем одну воздушную петлю для подъема ряда. Длинные стороны овала будем провязывать без прибавлений на интервал длины начальной цепочки. Выполним третий ряд этой же лентой. Провяжем еще один ряд по схеме. Устанавливая по порядку столбики без накида в каждую петлю верхнего края заготовки, дойдем до поворота ряда. На уровне крайней петли цепочки начала вязания провяжем 2 столбика без накида в одно отверстие первый раз. В следующую петлю 1 столбик без накида. Затем второй раз 2 столбика без накида в одно отверстие, в следующую 1. И третье прибавление 2 столбика без накида в одно отверстие. Если в вашем проекте поворот получился стянутым, можно сделать и четвертое прибавление. Продолжаем вязать столбиками без накида без прибавлений вторую сторону нашего овала, приближаясь ко второму повороту третьего ряда. На уровне крайней петли цепочки начала вязания провяжем 2 столбика без накида в одно отверстие первый раз, в следующую петлю 1 столбик без накида, затем второй раз 2 столбика без накида в одно отверстие, в следующую петлю 1 столбик без накида. И третье прибавление 2 столбика без накида в одно отверстие. И если вы сделали 4 прибавления на первом повороте третьего ряда, то четвертое прибавление. Продолжим столбиками без накида до конца кругового ряда.
Соединим полустолбиком. Дорогие мастерицы, с чередованием узоров, выбором цвета ленточек и периодичностью введения их в работу вы должны определиться сами. Не нужно в точности следовать предложенному варианту, так как у нас с вами разный материал, почерк и натяжение нити при вязании. Это прежде всего примеры, рекомендации и советы по выполнению. Нужно запомнить одно. Мой проект – мои правила. Включаем фантазию и не боимся экспериментов. Вы можете заменить первую ленту на ленту другого цвета уже после вывязывания первого ряда. Наш овал – теоретический круг, раздвинутый в две стороны. Его среднюю часть будем вязать без изменения, а на поворотах продолжим делать прибавления. Для удобства отметим примерные секторы прибавлений маркерами, начиная от крайних петель наборной цепочки начала вязания. Введем в работу ленту контрастного цвета, выполнив воздушную петлю для поднятия ряда. Кончик новой ленты вместе с предыдущей рабочей укладываем по верхнему краю вязания с изнаночной стороны и в процессе работы ввязываем в полотно. Четвертый ряд выполним несложным рисунком. Провяжем 2 столбика без накида по порядку, следующий удлиненный, с заходом в предыдущий ряд. Чередуя 2 столбика без накида и удлиненный столбик, провяжем до первого поворота кругового ряда. На повороте ряда следует сделать прибавление. Мы их будем делать с обеих сторон овала, ориентируясь на первую и последнюю петельки наборной цепочки, образующей начало вязания. Поэтому, довязав до этого места, будем расширять вязание, образуя полукруг. Провяжем 2 столбика без накида по порядку, а третий удлиненный поместим на второй, перекрывая его полностью. Мы сделали первое прибавление. Благодаря такому рисунку оно получилось, потому что эти 3 столбика уместились на отрезке в 2 петли по краю изделия. Провяжем еще 2 столбика без накида по краю изделия по порядку и снова один удлиненный внахлёст на второй. Один, два. Третий длинный на второй. Один, два. Длинный внахлёст. Получилось 5 прибавлений. Если для вашего проекта с учетом индивидуального материала этого недостаточно, смело добавляйте еще. Край изделия не должен ни волнить, ни загибаться. По окончании поворота продолжим чередовать 2 столбика без накида обычных и 1 удлиненный по порядку в каждую петлю края изделия. На втором повороте выполним идентичные прибавления в таком же количестве, что и на первом. Стараясь сохранить симметрию рисунка, объединим ряд. Вот что у нас получилось. Провяжем еще один круговой ряд этой же лентой. 1 воздушная петля для подъема ряда. Провязываем столбиками без накида до поворота. На повороте сделаем прибавление. Благодаря рисунку предыдущего ряда это будет сделать несложно. Будем устанавливать по 2 столбика без накида в каждую петельку края, образованную удлиненным столбиком, вывязанным внахлёст. 1, 2 столбика над удлиненным 1 раз, 1, 2 по порядку. 1, 2 в одно отверстие над удлиненным, 1, 2 по порядку. И так до конца поворота. Получается ровный полукруг.
Продолжим столбиками без накида по краю изделия, над одним 1. На втором повороте выполним аналогичные прибавления, устанавливая по 2 столбика в одну петлю над каждым удлиненным, вывязанным внахлёст. Продолжаем вязать столбиками без накида, без прибавлений до конца ряда. Соединяем полустолбиком. Вовсе не обязательно именно так вывязывать первый контрастный ряд. Очень надеюсь, что после предложенных вариантов вывязывания узоров вы придумаете свое начало и создадите индивидуальный проект. Лентой другого цвета поднимемся воздушной петлей на следующий ряд. Укладывая по верхнему краю изделия с изнаночной стороны ленту от предыдущего ряда и кончик новой, закрепляя и маскируя, обвязываем в полотно. Провяжем до поворота ряда столбиками без накида над одним 1. Ленточка предыдущего цвета надежно вплелась в новый ряд, можно ее обрезать. Если делать прибавления в одних и тех же местах из ряда в ряд, получатся выступающие углы. Чтобы добиться результата плавного поворота, в этом ряду прибавления сделаем с небольшим смещением, но тоже придерживаясь интервалов, заданных удлиненными столбиками. У меня получилось 4. Если для вашей ленты этого недостаточно и край изделия загибается, добавьте еще. Учитывая эксклюзивность материала, используемого в данных проектах, количество прибавлений на поворотах может варьироваться, и любая схема будет неактуальна. Изучив несложные узоры, применимые к вязанию таких ковриков, вы легко найдете общий язык со своим изделием. Край, как всегда, провязываем столбиками без накида, без прибавлений, при необходимости добавляя ленту и ввязывая кончики в полотно. На втором повороте выполним такое же количество прибавлений, что и на первом. Продолжим столбиками без накида по краю изделия, закроем место соединения рядов столбиком без накида и, пропустив петлю для поднятия ряда, заведем крючок в первую петлю, объединяя полустолбиком ряд. Еще один момент украшения. Снова задействуем в процессе ленту черного цвета, поднимаясь на следующий ряд воздушной петлей. Ввязывая кончики в полотно, провяжем 4 столбика без накида. Мы подошли к повороту ряда. Сделаем первое прибавление путем вывязывания удлиненного столбика внахлёст на провязанный 4 столбик. Провяжем еще 4 столбика без накида, удлиненный внахлёст на 4. Таким образом выполним поворот, маскируя неровности ленты в работу. Сторону заготовки провязываем также, но удлиненные столбики устанавливаем по порядку, чередуя с 4 столбиками без накида. Второй поворот выполним аналогично первому. Получилось по 4 прибавления на поворотах, что оказалось органичным на данном этапе. Напоминаю, что в вашем случае такого количества может быть недостаточно. Провязываем до конца ряда, чередуя 4 столбика без накида и 1 удлиненный столбик, располагая их друг за другом. Стараясь сохранить рисунок, завершим ряд. Получился такой зеленый пунктир. Можно провязать для симметрии еще один ряд этой лентой, но мы ее поменяем. Лентой другого цвета вывяжем воздушную петлю для подъема ряда и провяжем столбиками без накида до поворота. До сих пор мы вязали трикотажными ленточками, которые оказывают стягивающий эффект. Следующая синтетическая тканая, более рыхлая. Провязав этой лентой поворот без прибавлений, мы получили удовлетворительный результат. Продолжим также столбиками без накида, не делая прибавления и на втором повороте. Каждый новый ряд, состоящий из столбиков без накида, мы начинаем одной воздушной петлей, а заканчиваем полустолбиком или, как его еще называют, соединительным столбиком.
Закрываем место соединения рядов и, пропуская воздушную петлю, соединим ряд с первой петлей. Сразу же вывязываем одну воздушную петлю. При использовании такой демократичной ленты второй ряд тоже удалось вывязать без прибавлений, без ущерба для проекта. Дальше мы провяжем один ряд узора столбиками с накидом, расположив их так, чтобы на поворотах получились прибавления. Вывяжем цепочку из 3 воздушных петель, движением крючка от себя сделаем накид, заведем крючок в основание цепочки и, захватив рабочую нить, вытянем петлю. На крючке условно 3 петли. Провязываем их за 2 приема, 2 вместе 1, 2 вместе 2. Мы вывязали столбик с накидом. Делаем накид и вывязываем еще один столбик с накидом. Одна воздушная петля. У нас получился кустик из 3 столбиков с накидом. Цепочка из воздушных петель будет считаться первым столбиком. Мы стоим в начале поворота. Накид. Отсчитываем 2 петли по краю, в третью устанавливаем столбик с накидом. В то же отверстие второй и туда же третий. Получился второй кустик из 3 столбиков с накидом. Одна воздушная и продолжаем вывязывать кустики из столбиков с накидом с интервалом в одну воздушную петлю между ними, располагая их на каждой третьей петле на протяжении всего поворота. Получились прибавления в местах расположения воздушных петель. При переходе на боковую сторону увеличим интервал между фрагментами узора на 1 шаг. Будем их устанавливать через 3 петли в четвертую, выравнивая баланс. Если возникла необходимость добавить ленту в такой узор, лучше это сделать в процессе вывязывания воздушной петли. А хвостики аккуратно ввязать в столбики с накидом. На втором повороте выполним прибавление как на первом, сокращая расстояние между кустиками на 1 петлю по краю работы, не забывая вывязывать одну воздушную петлю между ними. После этого можно осуществить контроль, сверив количество промежутков, состоящих из 2 петель с обеих сторон. Здесь получилось по 7 прибавлений. У вас может быть иное количество, в зависимости от толщины и качества ленты. Если совпадение произошло, продолжим вязание с другой стороны, увеличив интервал между фрагментами узора до 3 петель. А если что-то очень не понравилось, лучше посчитать, подумать, распустить этот ряд и перевязать. Однако не пытайтесь добиться строгой симметрии в рисунке. Это не вязание на спицах, где петелька над петелькой. Столбики при вязании крючком располагаются в шахматном порядке. Наша задача – соответствие количества прибавлений на нужных участках. Тогда мы добьемся адекватной симметрии внешнего вида изделия. Если в одном ряду прибавления сдвинулись влево, в другом ряду их можно начать раньше и наоборот. И не нужно бояться допустимых несовпадений. Это не выточки на дамском платье, а всего лишь половик. Если косячок не бросается в глаза и о нем знаете только вы, а вам все нравится, вяжите дальше.
Не нравится? Распускайте и перевязывайте. Так что без фанатизма. То, что незаметно визуально, не нарушает гармонии данного продукта. Добавим новую ленту. Воздушной петлей поднимемся на следующий ряд и провяжем его столбиками без накида. Так как мы уже находимся на участке поворота изделия, следует выполнять прибавление. Над каждым столбиком с накидом провяжем по одному столбику без накида, а в промежуток между кустиками по 2 столбика. Каждый второй столбик промежутка будет являться прибавлением. 1, 2, 3 столбика по порядку, 1, 2 под воздушную петлю. Получилось плавное закругление. Перейдя на боковую сторону, провяжем над столбиками с накидом столбики без накида, а в промежутке между кустиками выполним по одному столбику, то есть провяжем без прибавлений. Второй поворот выполним так же, как и первый. 3 столбика по порядку, 2 в промежуток между фрагментами узора. Сверим количество. Продолжим вязать вторую сторону коврика без прибавлений, выполняя по одному столбику без накида в каждый промежуток между фрагментами узора. Второй ряд, вывязанный этой лентой столбиками без накида, получился успешным без прибавлений. Продолжим вязать столбиками без накида той же лентой. В третьем ряду сделаем прибавление на поворотах по 2 столбика в одно отверстие над каждым промежутком рисунка, провязанного лентой предыдущего цвета. Боковые части провяжем столбиками без накида над одним один. Сверим обе поворотные стороны на совпадение количества прибавлений. Вот что у нас получается. Для контроля можно сложить заготовку по линии наборной цепочки пополам и проверить ее на симметричность. Все понравилось, идем дальше. Следующий ряд провяжем ленточкой созвучного цвета без прибавлений. На данном этапе наше вязание выглядит вот так. Лентой контрастного цвета поднимемся воздушной петлей на следующий ряд. В этом ряду сделаем прибавление таким образом. Провяжем 3 столбика без накида по краю изделия. А следующие 3 с заходом в нижние ряды. 1 в предыдущий ряд, второй на 2 ниже, в ближайшую петлю. Третий удлиненный столбик снова с заходом в предыдущий ряд, максимально приблизив ко второму. Таким способом мы провязали 3 столбика, задействовав 2 петли края. Получилось прибавление. Повторяя раппорт, провяжем сектор поворота. Снова выполним 3 столбика без накида по краю и 3 удлиненных столбика. 1 в предыдущий ряд, а второй на 2 ряда ниже. Третий в предыдущий. Боковую часть провяжем также, но удлиненные столбики расставим пошире, рассредоточив по одному над каждой петлей края. Выступающие повороты и неровности ленточек ввязываем в полотно по ходу работы. Довязав до отметки второго поворота, сделаем прибавление в таком же количестве, что и на первом. Провяжем вторую боковую сторону без прибавлений. Если место соединения ряда после вывязывания нескольких рядов сместилось за отметку сектора первого поворота, необходимо, следуя своим расчетам, сделать прибавление в конце вывязывания ряда. Ряд начался на повороте, и при его завершении следует выполнить нужное количество прибавлений, в данном случае 1. Сверим их количество на обеих сторонах. Если совпало, едем дальше. Край изделия стал достаточно свободным и эластичным, что дает нам возможность провязать следующий ряд без прибавлений. Сделаем это той же лентой, выделяя рисунок столбиками без накида. Заменим ленту на ленту контрастного цвета.
Провяжем один ряд с прибавлениями на поворотах, чередуя 3 столбика по краю изделия, 2 удлиненных столбика с заходом в предыдущий ряд, устанавливая их в мысочек рисунка. 1 воздушная. Заводим крючок на один ряд ниже в первое отверстие мысочка. Вытягиваем длинную петлю, провязываем. Тут же сделаем прибавление, вывязав обычный столбик с накидом по краю. Затем вывяжем еще один удлиненный столбик, такой же как первый, устанавливая его в следующую петлю мысочка. Провяжем 4 столбика без накида по краю изделия и над мысочком снова сделаем прибавление. Один удлиненный столбик, один по краю, один удлиненный. Повторим раппорт до конца поворота. Провяжем боковой край, сохраняя рисунок без прибавлений, то есть не провязывая столбик без накида между двумя удлиненными столбиками. Дойдя до второго поворота, выполним прибавление на заданном участке. Продолжим вывязывать вторую боковую сторону без прибавлений до начала первого поворота. В процессе вязания с увеличением числа рядов увеличивается количество столбиков боковых краев изделия, поэтому границы секторов прибавлений с обеих сторон будут постепенно смещаться. Кроме того, в начале каждого ряда мы шагаем на одну петлю вперед по краю вязания, и место соединения кругового ряда сдвигается по направлению вязания в левую сторону, попадая в область прибавлений. В результате, заканчивая ряд на этом уровне и выше, не забываем делать прибавления в нужных местах. Здесь нам необходимо выполнить прибавление. Продолжим вывязывать по рисунку, завершая ряд. Последним столбиком перекрываем место предыдущего соединения, пропуская воздушную петлю, объединяем ряд полустолбиком с первой петлей. На данном этапе наша работа выглядит вот так. Провяжем без прибавлений столбиками без накида еще один ряд этой же лентой. Следующий ряд провяжем узором кустики, с которым мы уже знакомы, и при необходимости сделаем прибавление на поворотах, сокращая интервалы между ними. Вывязываем цепочку из 2 или 3 воздушных петель, которая по умолчанию является первым столбиком с накидом. Делаем накид и вывязываем столбик с накидом, устанавливая его в петлю основания цепочки. Накид и еще один столбик с накидом в то же место. Если возникла необходимость добавления ленты при вывязывании столбиков с накидом, делаем это сразу двумя для надежности. На поворотах коврика можно выполнить прибавление, устанавливая кустики через каждые 2 петли края в третью. На боковых сторонах интервалы должны составлять 3 петли, кустики поставим в каждую четвертую. После вывязывания последнего кустика 1 воздушная, объединяем ряд соединительным столбиком. Провяжем один ряд столбиками без накида. 1 воздушная, 1, 2 столбика без накида по краю изделия над столбиками с накидом. Следующие 2 столбика без накида провяжем, заводя крючок под воздушную петлю, расположенную между кустиками. Теоретически мы должны провязать 3 столбика по порядку и 1 в промежуток. Всего 4. А фактически для удобства и скорости выполняем 2 по порядку и 2 в промежуток. Всего 4. При необходимости выполнения прибавлений провязываем по 3 столбика без накида, выпадающие на кустик на протяжении секторов поворотов. Расправляя края коврика, периодически укладываем его на пол, чтобы выявить возможные нюансы. Если края изделия настойчиво загибаются вверх, распускаем последний ряд и делаем прибавления на поворотах или меняем ленту на ленту другого качества. Если края изделия начинает волнить, распускаем последний ряд и перевязываем без прибавлений или меняем ленту. Далее провязан еще один ряд ленточкой желтого цвета и сделаны прибавления на поворотах. Над каждым кустиком узора вывязаны по 2 столбика в одну петлю один раз.
Милые дамы, с учетом оригинальности материала, которым мы с вами реализуем такие проекты, у меня нет четких рекомендаций и схем, позволяющих в точности выполнить хоть один. Вы сами принимаете решение о необходимости прибавлений, перемене цвета ленты и чередования узорных полос. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам в реализации творческих идей. Введем в работу ленту контрастного цвета. Одна воздушная петля. Желтую нить и кончик новой соединяем вместе и укладываем по краю вязания с изнаночной стороны. Выполняя столбики без накида, ввязываем их в полотно. Когда длинная лента надежно вплетется в работу, обрежем. Провяжем один ряд столбиками без накида. Добавим ленту еще одного цвета и провяжем ряд кустиками. Вывяжем начальную цепочку из 2 или 3 воздушных петель, стараясь вплести в нее предыдущую ленту. Накид. Сделаем еще 2 столбика с накидом, маскируя всю ту же ленту. Кустик получился, лента надежно спрятана, ее можно обрезать, узелки связывать не пришлось. Провяжем весь ряд таким образом. При необходимости сделаем прибавление на поворотах изделия путем сокращения интервалов между фрагментами узора. Это мы уже проходили. Боковые части в любом случае провяжем без прибавлений. Еще один ряд выполним без прибавлений, провязывая по 2 столбика без накида над каждым кустиком и по 2 в промежутке между ними. Продолжим столбиками без накида до конца кругового ряда. Новой лентой вывяжем воздушную петлю для подъема ряда и провяжем 6 рядов столбиками без накида. Лентой контрастного цвета провяжем один ряд столбиками без накида и удлиненными столбиками. 1, 2, 3 столбика без накида по краю изделия и 3 в нижние ряды. Один в предыдущий, второй на 2 ряда ниже, третий в предыдущий ряд. Мы помним, что для прибавлений на поворотах удлиненные столбики нужно устанавливать максимально плотно друг к другу, чтобы они уместились в 2 петельки по краю, а на боковых над одним столбиком 1, сохраняя рисунок. Ряд закончен. Акцентируем принт, провязав еще один ряд столбиками без накида. Вернем в работу ленту зеленого цвета. Можно украсить изделие частыми заходами в нижние ряды, но не в этот раз. Контрастные расцветки говорят сами за себя. Не стоит перегружать изделие лишними наворотами, иначе ваше произведение может превратиться в кич. Хотя это только мое мнение, воля ваша. Провяжем 2 ряда столбиками без накида. При необходимости сделаем прибавление, ориентируясь на мысочки предыдущего узора. Если ленточка нужного цвета не вовремя закончилась, не тужим. Подберем другую, подходящего тона, не кричащую, и благополучно закончим. Лентой желтого цвета провяжем один ряд столбиками без накида и удлиненными столбиками, рассредоточенными попарно над мысочками предыдущего узора. Коврик уже достаточно большого размера, но мы провяжем еще один ряд, вывязав кустики. Все делаем точно так же, как в предыдущих рядах, выполненных этим узором. Так вся эта музыка выглядит сейчас. Добавив при желании ленту другого цвета, обвяжем коврик одним рядом столбиков без накида. Переходим к обвязке в форме абстрактных лепестков. Какого они будут размера и, следовательно, в каком количестве, нужно решить на берегу. Чтобы не было разочарований на предмет несовпадения, посчитаем количество петелек наружного края изделия и поделим их на равные части. Край этого коврика содержит 252 петли, а значит и столбика.
Разделив на 28, получим 9, что нас вполне устраивает. Допустимые отклонения плюс-минус 1 столбик. Получается, что обрамляя коврик поместится 28 фрагментов. Вывязываем первый. По краю изделия провязываем 4 столбика без накида, затем набираем цепочку из 5 воздушных петель. Отсчитываем 5 петель по краю, в шестую устанавливаем столбик без накида. Он будет первым столбиком следующего раппорта. Раппорт – это повторяющийся фрагмент узора вязания. Второй, третий, четвертый. 5 воздушных петель. Отсчитываем 5 петель по краю, в шестую столбик. 4 столбика и 5 петель по краю составляют 9 петель раппорта. Чередуя таким образом столбики без накида и цепочки из воздушных петель, провяжем до конца ряда. Проверим совпадение. Совпадение произошло, присоединяемся полустолбиком. Проходим 2 полустолбиками к середине группы из 4 столбиков. Делаем накид и обвязываем цепочку из воздушных петель столбиками с накидом. Столбиков должно быть больше, чем звеньев цепочки, как минимум на 2. Подхватывая цепочку снизу, обвяжем ее 8 столбиками с накидом и привяжем столбиком или полустолбиком в середину группы из 4 столбиков без накида. Восемь столбиков с накидом. Присоединимся столбиком. Это выглядит вот так. Следующие фрагменты вывяжем также, продолжая обвязку до конца ряда. Лентой контрастного цвета выполним заключительный ряд. Обвяжем столбиками без накида дугу из 8 столбиков с накидом. Место соединения украсим удлиненными столбиками. Поднимем 2 или 3 удлиненных столбика из предыдущих рядов, накапливая петли на крючке, и провяжем вместе за один прием. Повторим раппорт до конца ряда. По окончании работы ленточку обрезаем, маскируем кончик в изделии с изнаночной стороны. Вот такой получился коврик размером 105 на 85 сантиметров.